Здравствуйте, друзья! Сегодня по-прежнему 2 февраля, четверг, и я выполняю свои обещания. Некоторые зрители ко мне обращались с просьбой прокомментировать некий пасквиль, который с 29 января фигурирует, вернее, циркулирует в информационном пространстве Украины. Начался он из гадюшников, которые находятся под контролем Ермака. И этот пасквиль назывался, его позиционировали так: бывший КГБшник Юрий Швец вбивает клин между ГУР и ЦРУ. Эксперты разведсообщества США. Якобы это все. О как! Значит, это пасквиль позиционировался как продукт именно разведсообщества Соединенных Штатов Америки, которые вот меня обвинили в этом страшном деле, вбивании клина. Ну и я вам сейчас расскажу, что это такое. Запасайтесь попкорном, усаживайтесь поудобнее. Ну, это будет как кино. Итак, 25 января этого года на своем канале я публикую видео 412, которое называется «Эксклюзив. Соединенные Штаты открыли второй фронт за Украину против ее клептократии». Это было 25 числа. 26-го в Вашингтоне человек, работающий на юного генерала Буданова, вызывает на ланч американца, своего контакта. Усаживаются они в ресторане за столик, и первый вопрос, который тут же задает подчиненный генерала Буданова, звучит так: «Вы знаете Юрия Швеца?» Ответ: «Знаю». «Он работает на Кремль?» Ответ: «Вы с ума сошли. Юрий – патриот Америки и Украины. И он, что ему не нравится, это коррупция. И вот он с ней борется, чтобы победить Путина». Следующий вопрос подчиненного генерала Буданова: «А кто такой Илларионов?» Ответ американца: «А вот это агент Кремля». Я знаю имя, должность этого представителя, то есть этого подчиненного господина Буданова. Но я не буду его называть, потому что люди служивые, он выполнял приказ. И в конце концов, есть в этой иерархии, есть грамотные, профессиональные люди, которые выполняют свой долг. Правильно и хорошо выполняют. И они не виноваты, что у них инфантильный начальник, за которым надо ходить и подтирать после него. Поэтому, но повторяю, я знаю его имя, фамилию, должность, но называть ее не буду. Затем, то есть вот эта встреча произошла 26 числа. 27-го на интернет-странице здесь, в Соединенных Штатах, под названием OpsLens, публикуется статья, вот это, где якобы разведсообщество США меня расследует и обвиняет. А тем, это, по-моему, был выходной 27 числа, а 29 уже в переводе эта статья появляется в украинском информпространстве. И вот там уже, причем, она была опубликована Укринформом в 21:54. И эта статья, которую мы с вами пройдемся, кто ее написал, на каком сайте здесь, это фальшивка. Здесь это фальшивка, это фанера. Но там, в варианте Укринформ, это уже продукт экспертов разведсообщества Соединенных Штатов Америки, в которые, я вам напомню, туда входят, это не хухры-мухры. Это очень и очень. Куда входят 17 агентств разведывательных Соединенных Штатов. Вот. То есть, так, понимаете, как это все раздуто, на самый высокий уровень поднято.
Ну, и вот и там чуть-чуть вот ее так вот усилили, что якобы, значит, сайт организован бывшими сотрудниками ЦРУ, отражает точку зрения разведсообщества Соединенных Штатов Америки, ну и дальше по тексту. То есть в Соединенных Штатах Америки вот эта статья была опубликована через 4 рабочих дня после того, как я опубликовал 2 видео. Это о статье Wall Street Journal, которая была полностью основана на интервью Буданова, в котором он объявил себя спасителем Киева, который завербовал Киреева в качестве своего суперагента и впервые за несколько часов получил от него информацию о нападении врага. Ну, а на следующий день вышла статья из Washington Post, которая повторяла, это уже была информация о том, как же так. В январе же к вам приехал директор ЦРУ, который все это рассказал, и в частности Гастомель. И вот у меня эти два видео, кто не смотрел, не слушал, рекомендую, потому что вот это все дальше вытекает из этих статей. Так вот, значит, этот пасквиль здесь на сайте OpsLens появился через 4 рабочих дня. Если посмотреть на эту статью, то есть человек, который должен был бы написать вот эту статью, так как она написана, да, он должен был бы провести целое расследование. Я таких расследований провел десятки за время, ну так, примерно с 1997 года, когда я занялся этим делом. Поэтому я вам скажу так, что для того, чтобы провести расследование по вот этим всем вопросам, ну, нужно было так, если быстро это все делать, где-то месяц. Здесь 4 дня всего рабочих. Запомним это очень важно. Потому что человек, который это все делал, он якобы это делал, я имею в виду американец, якобы автор этой статьи, насколько я понимаю, он русский язык не знает. Во всяком случае, вот в том, что там написано, полностью свидетельствует о том, что он не бельмеса в русском языке и даже не понимает, что я говорил вот этих своих видео. Ну, теперь пройдемся. Сейчас посмотрим, что за спильнота, что за разведсообщество, которое якобы породило этот пасквиль. Итак, веб-сайт. Что это такое? Значит, в украинском варианте там его основали ЦРУшники, которые отражают точку зрения разведсообщества. Значит, веб-сайт OpLens. Это я официальную информацию собрал из различных источников. Ее основатель действительно был сотрудником ЦРУ. Как мне сказали люди, знавшие его, когда он был сотрудником ЦРУ, он специализировался по Ираку. Затем его карьера там закончилась много лет назад. Он работал в Национальной гвардии Соединенных Штатов Америки. Ну, просто Национальной гвардии. Тут каждый человек, достигающий, по-моему, совершеннолетнего возраста, записывается в Национальную гвардию. То есть все мужское население и женское, практически мужское так точно, потому что мои сыновья записывались, это обязательно. Вот, то есть не бог есть какое дело. Он никоим образом не высокопоставленный, он бывший. Вот вопреки мнению, что бывших сотрудников российских спецслужб не бывает, в Соединенные Штаты все, кто ушел в отставку, они все бывшие. Они увольняются, все их контакты со службой заканчиваются, их потом обратно на порог не пускают. Поэтому никакого отношения к разведсообществу Соединенных Штатов Америки он не имеет. И вообще, он основал эту компанию, но на самом деле, как это следует из открытых источников, он занимается в основном сейчас криптовалютой, что, как вы понимаете, очень далеко от всех шпионских дел. На этом сайте есть редактор, там вообще 2 человека, вернее, он не ведет этот сайт. Там сидит женщина, которая специализируется на написании книг о детях. Ну, видимо, хорошо умеет писать, она там сидит как редактор. Кроме этого, там есть 32 контрибьютора или дописувача по-украински. То есть это не корреспонденты, это не сотрудники этого издания. Это люди, которые могут время от времени
написать, если что-то хочется, отослать этому редактору, он приведет это в нормальное состояние, и они это публикуют. Ну, в Украине, наверное, масса есть таких веб-сайтов и интернет-ресурсов, в которых там 2, 1, 2, 3 редактора и все. То есть это не сайт сотрудников, да, где работают сотрудники американского разведывательного сообщества. Там работает один редактор, а остальные дописывают. Что пишет этот сайт? Что он публикует? За прошедший год вот эти дописывающие или контрибьюторы породили аж 11 статей оригинальных этого сайта. За год 11. У них нет там просмотров, но можно определить, есть информация о комментариях к этим статьям, если они есть. Так вот, комментариев к этим статьям 0. Под статьей, под пасквилем, который написали про меня, его опубликовали 27 числа, я посмотрел по состоянию на 21 час 43 минуты 31 числа, комментариев 0. Никто это не заметил. Ну, то есть вы чувствуете, да? Какой интерес и какое влияние имеет этот сайт и информация, которая там появляется. 0. Ну, сайт-то он же движется, страница обновляется, там появляются пустые места, надо чем-то наполнять. Не мудрствуя лукаво, редактор, который я вам сказал, она заполняет статьями, ссылками из других источников. И поскольку лень, там все остальные – это из «Радио Свобода». Все как один. Вот первая страница, значит, все идет из «Радио Свобода» сверху. Кто такой Юрий Швец? Ужас какой. То есть им даже лень походить по другим сайтам и найти какую-то другую информацию. Я их понимаю, потому что если «Радио Свобода», информация от них, она бесплатная, а если брать там Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, солидные источники, надо подписываться, с деньгами видно плохо. Поэтому, значит, в плане информации, информационного влияния результат 0. Вместо этого, значит, деньги-то, наверное, хотят зарабатывать, чтобы как-то так поддержать этот сайт. Они продают там майки и кепки для бейсбола. Когда Трамп был президентом, эти все майки были с его символикой. Трамп. Ну, сейчас это все убрали, там другие, пытаются продать. Но судя по тому, что их совершенно не знают, поскольку та информация, которую они генерируют, не производит никакого интереса, не вызывает, то, видимо, и торговля с футболками и кепками идет плохо. Теперь, значит, я решил посмотреть. Может быть, вот эти 11 статей являются каким-то супер все-таки аналитическими, которые отражают точку зрения разведсообщества Соединенных Штатов Америки. Есть такая компания независимая в США Media Bias Fact Check. То есть компания, которая занимается проверкой, насколько достоверны факты, публикуемые на том или ином интернет-ресурсе. Вот что они пишут о веб-сайте OpsLens. Информация, публикуемая, это оригинальная, не «Радио Свобода», а то, что они сами наваяли там. Вот эти, допустим, 11 статей, аж 11 за прошлый год. Публикуемая этим ресурсом информация вызывает низкое доверие к фактической стороне этой информации, извините за тавтологию. Пишет, что да, что продают здесь футболки и аксессуары в поддержку Трампа. Насколько они удачные, я не знаю. Вы, наверное, кто был в Вашингтоне, особенно в летний такой туристический сезон, знаете, там, особенно в центре города, можно найти такие peddlers, то есть передвижные такие вагончики маленькие, вот там один человек его толкает, и он весь увешан чепчиками, майками, кроссовками там за $3 за пару и так далее. Вот так приблизительно такой уровень торговли. Значит,
Первый обзор этого сайта, эта организация сделала еще в 2017 года. И с тех пор, чем она занималась? Они продвигали заговоры о мошенничестве на выборах. Вот эта история о том, что Трамп якобы проиграл, потому что мошенник Байден сфальсифицировал эти выборы. Второе, они также продвигали дезинформацию про COVID-19. Мы вспомним, что это все тезисы кремлевской пропаганды. Кремлевской. Потому что Кремль помогал в 2016-2020 году. Информация, публикуемая на этой сайте, часто не имеет достоверных источников. То есть этот сайт с сильным правым уклоном и публикует информацию, которая является погранично сомнительной. Ну так, подвести итог. Право, ультраправое, распространяет, не имеет достоверных источников, продвигает дезинформацию и заговоры. Короче говоря, если из этого, что можно прочитать и понять, это помойка. Ну, теперь перейдем к якобы автору, которого зовут Барт Маркой. До 2008 года он был сотрудником Министерства энергетики Соединенных Штатов Америки, с тех пор ушел в отставку. Пытался быть, с тех пор конкретной работы трудно найти, он пытался высказывать свое мнение то в одном издании, то в другом. Ну и вот в этом самом в Твиттере он указывает, постоянное место его основной работы – это именно вот этот сайт, о котором я только что рассказал. За прошлый год на этом сайте он наваял аж 2 статьи, под которыми 0 комментариев, которые не вызвали, значит, никакого интереса. В этом году эта же организация, уже мы в феврале месяце, породила 2 статьи, одна из которых – это обо мне. На период, вернее, на время на 31 января на 21 час 43 минуты там тоже было 0 комментариев. В Твиттере человек, то есть можно сделать вывод, значит, что основная работа – это вот этот сайт, в котором он за прошлый год сделал 2 информации, сейчас 3. Ну, то есть можно понять, это не постоянная работа, да, это человек без определенного рода занятий. Если он на основной работе производит 2 статьи в год. В Твиттере, вот в самом начале под фамилией, где там человек указывает, кто он такой, какое его жизненное кредо, чем он занимается, он прямо так с хэштегом пишет «Мага». Ну, теперь моим зрителям, наверное, все должно стать ясно. Что такое мага, я рассказывал много и в деталях. Это самый страшный враг Украины сейчас, представители которого вот сейчас в Конгрессе кричат, что ни цента Украине, и которые хотят превратить вот эти инспекторские, так сказать, надзор над использованием денег американских налогоплательщиков в Украине в повод для того, чтобы прекратить ее вообще. Это люди, которые в информационном пространстве, они действуют, я вам тоже об этом рассказывал, это факт. Крупнейшие американские средства массовой информации прямо исследования проводили о том, как тот же Такер Карлсон, продвигая те же самые тезисы, что в Москве продвигается на соловьином помете и о Скоробеевой. То есть это одна дудка, и дует она одну и ту же музыку. И это самый страшный враг Украины. И как вот я вам прочитал сегодня в предыдущем видео, я вам сказал, что инспектора, которые посетили Киев, они предупредили, что очень сложно со следующим траншем в этом году будет, потому что вот эти люди вот оттуда сейчас пытается это дело все прекратить. То есть он магогон, маговец. Он еще поклонник Такера Карлсона. Это того, который является главным
распространителем кремлевской пропаганды сейчас в Соединенных Штатах Америки. Он еще ненавистник администрации Байдена и лично Джо Байдена. Это главных союзников Украины, которые обеспечивают ей помощь и сейчас, и в прошлом, и будут обеспечивать. Интересна его политическая позиция вообще. Вот я нашел только одно интервью у него же на сайте, в Твиттере. Он, наверное, гордится ним, потому что интервью было еще, я так полагаю, накануне выборов, буквально перед самыми выборами, и оно до сих пор висит, вот, то есть это величайшее его достижение, по его мнению, которое он дал телесети, телеканалу, который называется One America Network, или OAN. Кто хочет, может зайти на Википедию, там о ней очень много, но я вкратце вам расскажу. Итак, накануне президентских выборов он говорит, ссылаясь, он рассказывает про Байдена, кандидатов тогда еще, президенты Байдена и Камала Харрис. Вот что она не говорит. Это левые, социалистические, марксистские кандидаты, которые пытаются навязать нам марксистскую систему. Ключевым элементом марксизма является авторитаризм. И их цель заключается в том, чтобы захватить власть, отнять у нас все будущие права голоса. Вот что здесь поставлено на карту. Ну, у меня такое впечатление, что человек, вот, когда он говорит о марксизме, он вообще не понимает, о чем он говорит. Я, скажу скромно, немножко понимаю, потому что закончил в Советском Союзе университет Патриса Лумумбы, где марксизму уделялось большое внимание. Я закончил его с 3 дипломами университет, все с отличием. И политэкономия, часть которой является «Капитал» Маркса, ну и потом вообще остальные статьи Карла Маркса, там изучались, вот как евангелисты изучают Новый Завет. Хорошо, это неплохо, это другое дело, изучали. Так вот, значит, давайте проанализируем вот это его заявление сначала с точки зрения аналитика. Вот какой он аналитик, этот Маркой, который изрек эту фразу. Значит, он фактически здесь говорит, что цель, поскольку они социалисты, марксисты, их цель заключается в том, чтобы захватить власть, отнять все будущие права голоса и таким образом, значит, узурпировать власть. Вот прошло 2 года. Эти социалисты-марксисты во власти. Да и я не вижу, чтобы здесь отняли у нас права голоса и любые другие права. Я не вижу пока. Выборы прошлые, промежуточные, состоялись нормально. Там победили республиканцы. Как победили? Немножко. Так и победили. Но никто же их не оспаривал. Никаких признаков того, что на президентских выборах все пройдет нормально. В отличие от Трампа. Кстати, вот этот отдавал в в конце октября 2016 года. А уже в конце ноября его кумир Трамп во все тяжкие пустился с тем, чтобы сфальсифицировать, отменить законно прошедшие выборы. То есть его кумир делал то же самое, в чем, значит, Маркой обвинил Харрис и Байдена. То есть так получается, что как аналитик он 0. Да? То, что чем он стращал, оно не свершилось. Оно свершилось, но это сделал или попытался сделать его кумир Трамп. Ну, а теперь главное так в общем. Этот самый Джо Байден марксист. Вот как человек, который, я уверен, я знаю марксизм лучше, чем Марко. Я могу сказать, что вот такое может изречь только балабол, скажем так, мягко, который не понимает, о чем он говорит. Балабол-пропагандист. Ярый ненавистник Демократической партии, который лепит Горбатова, который пугает обывателя ахинеей.
которая, кстати, полностью перекликается с пропагандой российских спецслужб, которые тогда, в то время, на всех парах работали в информационном пространстве, и не только Соединенных Штатов Америки, помогая Трампу выиграть эти выборы. То есть аналитик он ноль. В более широком плане, это я имею в виду насчет марксизма, его изречение насчет марксизма. Вот есть такое слово в Америке «moron», которое переводится на русский язык как придурок, дебил, идиот, болван, просто дурак. Это человек, который не знает, о чем он говорит. Вот я показал эту статью обо мне и дал просмотреть вот этот отрывок одному моему американскому другу, который в политике всю свою жизнь хорошо знает ее, все ходы и выходы. И говорю, ну что ты можешь сказать? Ну, он сказал. Первую фразу он сказал, начинается на букву «Ф», слово нецензурное, я не буду его приводить, а второй «морон», «морон». Короче говоря, ну, скажем мягко, балабол. Балабол. Значит, подведем итог промежуточный. Как аналитик ноль, человек без определенных занятий, без какого-либо опыта в области разведки, работающий на ресурсах и связанный с ресурсами, которые, значит, независимыми агентствами в Соединенных Штатах квалифицируются как, ну, практически как информационная помойка, как ресурсы, которые выдают дезинформацию. Вот якобы он написал статью обо мне. Разоблачение, так сказать. Кстати, вот для того, чтобы полностью это все поднять дальше, чтобы понятно было, у него интервью этой компании о One American Network. Надо немножко рассказать, потому что, ну, это даст вам более полное представление обо всей картине. Итак, вы можете зайти в Википедию и познакомиться, там все написано. Это компашка, которая вот после того, как Трамп в последние месяцы своего президентства совсем слетел с катушек и от него отвернулась даже Fox Channel, вот это ОАН стала его единственной трамповской помойкой. То есть это такой махровый, маговский канал. Слава богу, аудитория у них, как, опять-таки, независимое агентство оценивало, можно посмотреть на Википедии, 14 тысяч человек. У меня в Америке, у меня примерно 10% всех моих зрителей, подписчиков, которых уже больше 1 250 000 человек, примерно 1 250 000 человек, так вот 10% из них в Соединенных Штатах Америки, то есть больше 120 000. У вот этот ОАН, интервью которому с гордостью демонстрирует Маркой на своей твиттерной странице, там 14 000. Что говорится в Википедии о ней? Это один из махровых дезинформационных ресурсов Соединенных Штатов Америки. Там целое исследование, целое полотно идет о том, что они впихивали в уши своим слушателям. Благо их всего 14 000 по всей Америке, то есть приличные люди их не слушают. Что касается России, значит, некоторые журналисты из вот этой ОАН одновременно работали на российский пропагандистский государственный канал «Спутник», главный пропагандистский ресурс Кремля. Они распространяли, демонстрировали на своем экране документальный фильм, который потом американское разведывательное сообщество сделало заявление. Они его квалифицировали как продукт, сделанный спецслужбами Российской Федерации, который в значительной степени был основан, то есть сделан при помощи Андрея Деркача, который объявлен позже был американским разведсообществом, агентом ФСБ, поставлен на санкции, сейчас находится в бегах. А другой – это Келимник,
тоже, наверное, знаете, тоже объявленный американцами агент российских спецслужб, который ими разыскивается и сейчас тоже в бегах. Ну и там целый шлейф тех тезисов, которые российская пропаганда продвигала в Соединенных Штатах Америки. И вот этот ОН, он как рупор был российской пропаганды. Зайдите, если интересно, прочитайте. То есть, я вам неоднократно об этом говорил, это факт сейчас, по которому были проведены там широчайшие, глобальнейшие исследования нормальными средствами массовой информации о том, что вот эти крайне правые ресурсы, и в частности вот это ОАН, это орудие российской пропаганды. А что касается вот этого Opslands, то его вообще никто не знает. Это так помойка, в которых продаются чепчики бейсбольные и майки. И вот там публикуется статья. Сейчас мы по ней и пройдемся. Кто такой Юрий Швец? Начинается, вообще классно начинается. И это мне понравилось, что это цитировали. Цитировали на информпомойках, которые под контролем Андрея Ермака. Андрея Ермака. И все так, о, это же надо. Так вот, большинство американцев никогда не слышали о Юрии Швеце. Ну, начинается вот в Америке вот такое начало, или вообще такая постановка вопроса, это называется Peace and Pissing Contest. То есть это соревнование писящего муравья, который предлагает соперничать с другим, кто дальше пописает. То есть подразумевается, если никто никогда про меня не слышал, про Юрия Швеца, значит, он-то должен быть более известен, да? Но если посмотреть количество его фолловеров или подписчиков на Твиттере, там их примерно 5600. У меня же только в американской аудитории более 120 тысяч. То есть, если никто никогда в Америке не слышал о Юрии Швеце, то кто такой Барт Маркой? Его вообще нету тогда. Он не существует. Он миф. А если посмотреть, какие средства массовой информации публиковали его и меня, то это небо и земля, как я показал. Он публиковался в помойках, а я публиковался в крупнейших средствах массовой информации. Соединенных Штатов, Великобритании. Дважды был на это высочайший полет 60 минут, 60 минут CBS. Это самая рейтинговая программа всех времен и народов. Я был в этом дважды, хотя каждый политик, он посчитал бы за честь показаться там хотя бы раз. А одна из этих двух передач вообще была посвящена мною. Так что Pissing Contest у господина Маркоя как-то так не состоялся. Дальше он приступает сразу к делу, к убийству Литвиненко. Ну, тут смысл того, вы все это можете найти в интернете, прочитать. Вот все, что здесь написано в этом абзаце, в этом разделе, Швец и Полоневое убийство Литвиненко, вот все ложь от начала до конца, что опять-таки вот вызывает у меня подозрение, ну, просто подозрение, потому что нельзя быть таким дебилом, чтобы выдавать, во-первых, это инсинуация, это клевета, и чтобы вот так ее выдавать, вообще все извратив. То есть смысл, вот я вам зачитаю несколько абзацев. В то время, когда мир сосредоточился на роли Путина в обоих убийствах, это Анна Политковская, хотя при чем здесь я, Анна Политковская, и Литвиненко, на сцене появился Юрий Швец, заявивший, что знает все изнутри. Это бред какой-то. К Анне Политковской вообще никакого отношения не имел. А на сцене в деле убийства Литвиненко я появился не случайно, не тогда, когда весь мир уже расследовал. Мне позвонили на следующий же день, после того, как Саша скончался, позвонил представитель антитеррористического центра Скотланд-Ярда, переговорил со мной, и через неделю они уже были здесь у меня. Они приезжали дважды.
Мы работали здесь несколько дней. Вся работа осуществлялась по американо-британскому соглашению о сотрудничестве и шло через Министерство юстиции США. Они приезжали ко мне, британская делегация, представители ФБР. И у меня просили массу информации здесь, крупнейшие телесети, в частности CNN. Я отказывался, потому что идет следствие. И CNN единственное, что объявила тогда, когда просочилось, что приехали британцы, с кем-то тут разговаривают, то есть со мной. CNN тогда заявила, что ФБР тоже вступила в расследование дела Литвиненко. Это прозвучало как сенсация. Дальше мне вменяют о том, что я пытался отвлечь внимание от главного виновника убийства Саши Литвиненко, то есть Путина, и пытался отвести на другой негодный объект. Опять-таки морон, потому что информация есть в открытом пространстве, в том числе мое выступление. Я был одним из ключевых свидетелей в деле об убийстве Саши Литвиненко, где мне был вопрос, я его как сейчас помню. Считаете ли вы, что это убийство могло быть совершено без ведома Путина? Я сказал, ни в коем случае. Это убийство должен был санкционировать только Путин. Поэтому вот так. И дальше, значит, какая мысль? Ему не ясно, автору этих строк. Мое участие в деле Литвиненко было просто корыстным, заискивать перед Россией и отвлекать внимание от роли Путина в этих убийствах. Но это вообще бред. То есть вот так, используя эту формулировку, я могу просто так вот сформулировать. Мне не ясно сейчас. Вот это, то, что я вам сейчас процитировал, это написал Морон, вы помните, я им перевел, выбирайте любой, болван, кретин, дегенерат, идиот, который не нашел себе он не посчитал необходимым поднять соответствующие материалы, они публичные. То ли ему лень было, то ли он вообще не читал и не хотел этим заниматься, ему написали текст другие, то ли, если это были другие, он сделал это по корыстным мотивам. Вот мне непонятно. Хотя бы мне позвонил, я бы ему разъяснил. Дальше он идет. Мое участие в книге. Многие из вас, наверное, знают, я принял участие, чем горжусь, в написании вот этой книги «Американский компромат», написанная знаменитым американским писателем Крейгом Ангером. Эта книга на Амазоне до сих пор продается, и она была бестселлером Нью-Йорк Таймс, Уолл-стрит Джорнал. А в Амазоне в своем разделе, раздел был «Шпионаж, разведка», она несколько недель, то есть первую неделю она была на первом месте, а потом держалась в пятерке еще несколько недель. Крейг Ангер, она получила очень высокие, вот если вы посмотрите в Амазоне, оценка читателями из 5, 4 и 5. Это очень высокая оценка до сих пор. Очень хорошие позитивные отзывы. Я дал десятки интервью здесь, в Соединенных Штатах Америки, поэтому очень позитивно. Значит, что пишет якобы автор этих строк? Известный любитель конспирологии Крейг Ангер работал над книгой о президенте Трампе и России. Известный любитель конспирологии. Это говорит человек, который обвинил Джо Байдена в том, что он марксист и хочет захватить власть для того, чтобы лишить американцев права на выбор и чтобы вообще захватить ее навсегда. Который связан с помойками, которые независимыми агентствами квалифицируются как именно помойки, как источники фальшивой, непроверенной, направленной информации, дезинформации. Он еще рассуждает о конспирологии Крейга Ангера, известного американского писателя, книги которого являются бестселлерами, не одна. Ну и я некоторые из них выдал неправдоподобные утверждения. Откуда он знает, правдоподобные они или неправдоподобные? Откуда он вообще понятие бывший сотрудник Министерства энергетики может
что-то говорить о том, что там, что правдоподобно или нет, когда речь идет о агентурной разведке. Дальше переходит к моим информации, которую я рассказывал. Это видео, где речь идет уже о Буданове, который похвастался в Wall Street Journal, что первая информация, что он спаситель Киева, поскольку он завербовал Киреева. Киреев за несколько часов до российского вторжения принес ему эту информацию, что нападение будет в Гостомеле. И ГРУ это все, то есть ГУР это все организовал, отбил. В общем, спас Буданов в Киев. Хотя на следующий день вышла Вашингтон-Пост, которая сказала, что эту информацию не за несколько часов, а еще и в январе привез и оповестил высшее руководство страны директор ЦРУ Бернс. Ну и вот вы помните, мы обсуждали это видео. И здесь, значит, он не нашел, да, что пишет-то, что пишет автор или тот, кому приписывает этот текст. Цитата, он цитирует якобы: «Что хорошего в нашей военной разведке, если они не могут отличить Киреева от директора ЦРУ Бернса?» Это я. И он, то есть я, повторяет свой тезис, ну, в общем, тошнотворным образом, нудным образом в течение усыпляющих 45 минут. Вот у меня опять вопрос. Ну вот что вот человек, он меняемый вообще или нет? Там же у меня под этими видео есть тайм-коды, которые, ну, ясно показывают, что я не повторял этот вопрос 45 минут. Ну зачем же так тупо-то? Вот мне непонятна тупость этого всего произведения. То есть эти два видео посмотрели в общей сложности 1,7 миллионов человек просмотров. В общем, эти два интервью, то есть видео получили более 120 тысяч лайков. Этим людям все было понятно. Они поняли и не заснули. И тут появляется клоун из Соединенных Штатов Америки. Причем, значит, я уже сказал, что между моим интервью о приезде, открытии Второго фронта, приезде инспекторов и появлении этой статьи прошло 4 дня. За эти 4 дня он якобы расследовал мое участие в деле Литвиненко, который вел антитеррористический сквот Скотланд-Ярда. Он там все расследовал, оказалось все пустое. Ну и, не зная русского языка, он прослушал, услышал то, чего нет, и не услышал то, что там было, и вот наваял. Ну и дальше. Швец использует свой канал на YouTube для продвижения токсичной теории заговоров в стиле КГБ. Это он мне пишет, а? Или якобы он. Человек, который дает интервью телесети, о которой пишет, что это конспирологическая компания, которая продвигает теории заговора. А его сайте, на который он поместил вот эту писульку, так и пишут, что она распространяет теории заговора. И теперь этот морон, значит, заявляет, что это сделал я. Меня поражает, самое главное, что меня поражает в этом деле, это тупость. Ну, просто тупость исполнения. И вот важно, тоже пример этой тупости, который, ну, он считает важным подчеркнуть, что ГУР сыграла важную роль, или ГУР сыграл важную роль в победе в битве за Киев. Вот интересно, откуда он знает, какую роль сыграл ГУР в этой битве. То есть впервые я услышал это из слов самого Буданова, когда он объявил о себе как спасителе Киева. Во-вторых, в своем интервью, в общем-то, я говорил не о ГУРе, я говорил о Буданове. А это несколько разные вещи. Потому что, ну, скажем так, ГУР до Буданова и ГУР при Буданове – это разные организации, по большому счету. Так вот, откуда? Не растут ли здесь ноги заказчика, если вспомнить, что вся история начинается с ланча, на который вызывает американского, значит, человека, американца вызывает один из подчиненных Буданова. И вот ГУР сыграл важную роль в победе битвы за Киев. Благодарность. Вот мне тоже опять тоже вопрос. Это писал морон или просматриваются некоторые
коммерческая, материальная заинтересованность в этом деле. Ну, непонятно мне это, как ни крути. Кстати, о ГУР. Ну, в ходе расследования вот этого всего мне пришлось пообщаться с рядом бывших сотрудников разведсообщества Соединенных Штатов, которые, в отличие от Маркоя, они являются экспертами, и они работают не на помойках, интернет-помойках, они работают экспертами на серьезных американских средствах массовой информации. Так вот, значит, сообщили мне, что есть серьезные проблемы среди государственных служащих США, которые должны вступать в контакт с представителями государственных учреждений Украины. Потому что считается, что госучреждения Украины до самого высокого уровня пронизаны, нашпигованы агентурой российских спецслужб. И вот надо бы позвонить туда, что-то задать, какой-то вопрос. Но есть серьезное опасение, что ты, позвонив, нарываешься на агента российских спецслужб, который работает под прикрытием какой-то государственной должности в Украине. И он может узнать твое имя, ты же должен представиться. Он знает твое имя, фамилию, дальше ты же должен задать вопрос, потом это все уходит, и потом, не дай бог, это как-то где-то всплывет, все, конец карьере. Люди боятся звонить, понимаете? Потому что, как я говорил, серьезное основание предполагать, что лично Буданов втащил в кадровый аппарат ГУР как минимум 2 людей, у которых есть все основания полагать, что они связаны с российскими спецслужбами. Один из них – это Киреев. Второй – это сейчас у него сидит там помощник, у которого жена работает в секретариате, в администрации президента, которая присутствовала на этом злополучном докладе о деле вагнеровцев, о котором потом ушла информация в Москву. И после этого ее мужа, Багиашвили, Буданов берет себе в качестве помощника. Наверное, аттестовал, офицерское звание, наверное, дал. Да? Наверное, он имеет доступ к всему самому сокровенному. Он вообще понимает, чем он занимается, я имею в виду Буданова. Меня минимум 2 года проверяли, прежде чем взять на работу в свое время. А тут живут вместе, работают вместе, проверено, не проверено. Кто его проверял? Боятся люди из Вашингтона звонить уже. И, наконец, меня обвиняют в том, что я пытаюсь протащить... блестяще, вот он пишет, что украинская ГУР, очевидно предупрежденная как ЦРУ, так и Киреевым, успешно отразила российскую атаку на Киевский аэропорт. Откуда он все это знает? Ну, насчет Киреева, это со слов Буданова. Он принимает это на веру. Что касается ЦРУ, то это директор ЦРУ не лично Буданова, он вообще украинскую власть на самом высоком уровне предупреждал об этом деле. То есть какое доверие к словам Буданова? С чего бы это? Как это объяснить? Неужели материальной заинтересованностью? Боюсь подумать просто. Ну не может же быть, правда? И дальше он пишет, что я вот вбиваю клин между ЦРУ и ГУРом. Где я вбивал? Я говорил о Буданове, а не ГУР. То есть я пытаюсь внести хаос и вбить клин, когда нет никаких признаков раскола между Украиной и ее западными союзниками. А я когда-то говорил, что есть раскол. По-моему, я вот сколько меня слышат зрители, я наоборот все говорю о том, что Америка – это самый главный, единственный союзник, самый крупный, критически важный, с которым необходимо всячески развивать, поддерживать отношения, а не убивать его коррупцией. Короче говоря, вот такая вот, господа, ситуация. Ну, что я могу из этого сказать? Так, в общем. Аналитический обзор в любом разведподразделении должен заканчиваться выводами. Для меня анализ на основании изложенной информации
считаю возможным прийти к следующим предварительным выводам. Первое. Это активное мероприятие, это ИПСО, которое было проведено, вернее, организовано непосредственно под руководством Буданова, но, учитывая то, как она была раскручена в Киеве, там это дело было под контролем Ермака. Произошло это после того, как я раскрыл в своем видео ложь Буданова насчет его спасения Киева. Ну а непосредственно дело закрутилось после того, как я объявил об открытии второго фронта по борьбе с коррупцией и приезде ревизоров. Это тогда, когда уже полыхал скандал с золотыми яйцами, и эти яйца с моим анонсом о приезде ревизора, они запылали или были сильно прищемлены стальными тисками. Операция была проведена совершенно безобразно. Понимаете, любая вот такая операция, активное мероприятие, а это активное мероприятие, хотя можно назвать его ИПСО, оно должно делаться так, чтобы уши оттуда не торчали исполнителей. И чтобы источник был такой реализации, через который ты реализуешь, к которому невозможно придраться. Невозможно использовать человека, который работает, то есть для разоблачения меня в конспирологии нельзя использовать человека, который работает на помойках, которые независимые средства массовой информации США квалифицируют как дезинформационные центры, распространяющие дезинформацию российских спецслужб. Но это ни в какие ворота не лезет просто. Затем временной фактор. Но не мог человек, не знающий русского языка, провести вот такое расследование за 4 часа, то есть за 4 дня, и написать эту писульку. И потом, значит, в Соединенных Штатах к ней интереса 0, никто не обращает внимания к ней 0. Все помойки под руководством Андрея Ермака в Киеве гудят о разведсообществе США. Ну зачем же вы сюда впутываете разведсообщество США? Дебилы вы. Ну не надо его трогать-то. А потом будете говорить, что я вбиваю. Вот вы приписываете американцам то, что они не делали, и за что они вам не скажут спасибо. Потому что распространять клеветнические измышления без основания какого-то, такими подметными письмами, это чревато. Это чревато. И во время войны, вот последний вопрос, который у меня возникает. Идет война. Разведка должна заниматься серьезными делами. Ее офицеры то же самое. И в это время они бегают по Соединенным Штатам для того, чтобы организовать вот эту шнягу. А в Киеве в это время генерал Буданов дает умопомрачительное интервью, объявляя себя спасителем Киева, да, чуть ли не всей Украины. Ребята, выньте пулю из головы. Я вам рассказывал об этом выражении, которое у нас укоренилось в аналитическом подразделении по американской линии в ПГУ. Выньте пулю из головы, придите в себя, прекратите эти игры в детской песочнице. Это же не КВН уже. Это не 95-й квартал. Война идет. Вам американцы сказали. Решается судьба Украины. На этом, дорогие друзья, позвольте закончить это видео. Выразить мою глубокую убежденность в том, что несмотря ни на что, враг будет побежден. Победа будет за нами. Слава Украине и вооруженным силам. Мордор, как раньше Карфаген, будет разрушен. Желаю вам здоровья, выдержки, мужества и уверенности, что мы победим. Всего вам хорошего. До скорых новых встреч.